сам себе психолог. В этом видео вы узнаете о том, как максимально минимизировать, сделать минимальными все те трудности, которые у вас есть, точнее вашу реакцию на них. Как вы можете без психолога сами, отрегулировав только свою жизнь, свое состояние, сделать более ресурсным и испытывать больше счастья каждый день. Итак, секретный секрет от психологов. Очень важно понимать, что наше состояние полностью зависит от нашего тела. Когда мы в ресурсе, мы совершенно иначе реагируем на то, что происходит в нашей жизни. Важно быть в ресурсе. Сейчас можете ругаться, злиться на меня, что я вроде бы не рассказываю вам каких-то новых неизвестных вещей, но велосипеды уже все давно изобрели. Моя сейчас задача вас промотивировать и рассказать вам все-таки глубину, важность того, что вы и так знаете. А знаете вы, безусловно, что спать нужно 8 часов в сутки. Знаете, правда? Скажите, спите 8 часов в сутки? И не просто 8, а еще и с одной особенностью. Важно ложиться до 12 и тогда прибавлять 8 часов. Если вы после 12 ложитесь, например, в 2 часа ночи, то 8 часов вам уже не хватит для суперресурсного состояния. Да, вам это хватит для того, чтобы быть в ровном состоянии, в нормальном, но наша задача же улучшить жизнь, сделать так, чтобы вы были максимально наполнены. Для этого важно ложиться спать до 12 и прибавлять 8 часов. В норме, если человек ложится спать, например, в 11, то он может регулярно, то он может высыпаться и за 6 часов. Но наша задача, еще раз повторюсь, сделать суперресурсное состояние, для того, чтобы не просто быть в норме, а минимизировать все те ваши психологические особенности, которые дают сегодня сложность в жизни. Например, невротик, человек с невротическим типом личности. Невротик – это человек, который очень остро на все реагирует, вспыльчив, и он такой вот, его швыряет, как качели из состояния депрессии в воодушевленное состояние. Это не болезнь, это просто наша генетическая предрасположенность, темперамент, характер, как хотите называйте. Таких людей много. Например, я предрасположена быть невротиком. И если я буду спать мало, то я буду это ощущать, и это может начать доставлять мне беспокойство в жизни. Но если я буду заботиться о своем теле и спать достаточно, то я не замечу этого, и в сложных ситуациях я не буду реагировать так, как реагирует невротик. Приведу пример из жизни. Ко мне на консультацию пришла женщина однажды, и основная ее жалоба, точнее вся ее жалоба была лишь о том, что муж ее достает, она злится, она нервничает, он заходишь в ванну, все разбрасывает, везде эти лужи, грязные полотенца, дома везде валяются носки, трусы, чашку за собой со стола не убирает. Казалось бы, банальная бытовуха, и большинство мужчин так делают, но это нормально. Если бы она была в ресурсном состоянии, выспавшаяся, полная сил, ее тело функционировало бы по максимуму хорошо, она бы не реагировала так остро. Она бы смогла найти те моменты, где можно с ним договориться и откорректировать, на какие-то моменты не обращала бы внимания, понимая, что это человек, которого она любит, и он ее любит, у них были действительно хорошие отношения, и где-то нужно на что-то закрыть глаза. Но ее бомбило, бесило. Я, понимая это, не хотела ее уговаривать в том, что с ней что-то не в порядке и просто зарабатывать на ней деньги, потому что я очень люблю свою работу. Моя задача была ее просто привести к состоянию, что, дорогая, поймите, просто нужно наладить сон, улучшить немножко питание и позаниматься спортом, хотя бы разочек в неделю. Так, для здоровья. Это было сложно. 3 сессии мы потратили на это. Она не верила мне, что с ней все в порядке, и изменив просто эти моменты своей жизни, она сможет испытывать счастье с этим человеком и перестанет беситься. Итого, я уговаривала женщину просто прислушаться к моим рекомендациям. Она была не согласна и хотела, чтобы я искала у нее какие-то недостатки. Только на 3-й сессии мы смогли договориться, и компромисс наш был таков, что я ее попросила: пожалуйста, давай ради эксперимента, ты 3 недели делаешь вот так, сон, чуть-чуть меняем питание, не убираем ничего лишнего вкусного, просто добавляем немножечко витаминов, может быть, овощей, давай займемся этим. И раз в неделю спорт, хотя бы пешие прогулки, что-то. Если через 3 недели тебя твой муж все равно точно так же раздражает, я готова признать, что я не права. Приходи ко мне, и консультация будет бесплатной. Запишешься, это будет моя ошибка тогда, и я сделаю тебе бесплатную консультацию. Давай сделаем эксперимент. Эксперимент закончился удачно для меня.
и консультации бесплатной не было. И я была очень рада, что можно было всего лишь вот такими маленькими изменениями решить достаточно серьезную для человека на тот момент проблему в жизни. Действительно, она позвонила через 3 недели и сказала, что все хорошо, действительно, ее состояние фантастически меняется. Она чувствует счастье на ровном месте. То, что мы, люди, забыли, потому что мы насилуем свои тела, к сожалению, сами. Если вы тот уникальный человек, который и без моего видео все это знает, но не просто знает, а еще и делает, то есть если вы ложитесь спать раньше 12 регулярно, смотрите, здесь не считается, если вы 2 дня делаете так, потом 3 не так, потом 4 так, потом 1 не так. Нет, это должен быть накопительный эффект, когда человек регулярно делает одинаково каждый день. Если вы такой уникальный человек, пожалуйста, объявитесь. Напишите внизу мне, что я, не то что не права, потому что по моим ощущениям все это знают, но 80% людей точно это не делают, которых знают. Я сама такая же. Я не идеальна, мне не удается это всегда. Я трудоголик по своей натуре, плюс склонна быть невротиком, то есть такой вот. Все, мне нужно все быстро. Стали быстро видео, записали, быстро сделали. Я пишу видео без подготовки, то есть мне вот эта динамика нужна. И я забываю это делать, мне сложно. Но с каждым годом у меня получается все лучше и лучше. То есть моментов, когда я нахожусь в этом состоянии, в ровном, в режиме, ложусь спать вовремя в 11, прибавляю эти 8 часов, встаю в 7, иногда мне хочется проснуться раньше, и это здорово. Такие моменты в моей жизни случаются все дольше и дольше, и рано или поздно я приду к тому, что это станет моим постоянным режимом жизни, чего я вам всем желаю. Поэтому, если ты уникальный человек, который так уже это делает, напиши плюс в комментариях. А если ты такой же, как и я, не идеальный человек, и пока это не делаешь, но хочешь делать, напиши минус. Посмотрим, сколько людей согласны сейчас со мной. Может быть, я ошибаюсь, и все мне напишут плюсы. Итак, если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Мне очень важна ваша реакция, чтобы знать, что вам интересно. Потому что видео я снимаю для вас, а не для себя. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и до встречи в следующих видео. Пока!